Что же, привет-привет, мои котики. Прошла неделя, и я выпускаю для вас новый ролик. А про то, что увидите сейчас на ваших экранах. Да-да, это та самая аномалька, которая не так давно вышла в ВХ. Наконец-то CCP додумались выпустить в ВХ новый патч. Я уже не надеялся на то, что это когда-либо случится, но вот оно. И поверьте мне, тут есть про что поговорить. Это будет гайд, это не будет боевой ролик, вы здесь не увидите PvP, но если вы сюда пришли за PvE, вы пришли по адресу. Сегодня я буду говорить очень много про ДПС, про фиты, про аномальку, про таргеты и, что самое, наверное, интересное для вас, про заработок. Добро пожаловать! Начну, пожалуй, с более базовых вещей. Новую аномальку можно найти как неизвестную сигнатуру с помощью пробок. Обычно он имеет второй или третий уровень сложности и может появиться в любых воромхолах от C1 до C6. При этом, согласно CCP, в C5 и C6 она заметно сложнее, ДПС больше, но лично я это не проверил. Называется сигнатура «Бесконтрольный сборщик дронов», и она довольно сильно отличается от привычных нам вархольных аномалик. Во-первых, как я уже сказал, ее необходимо насканить, а это непривычно для ВХ, но привычно для нулей и почвення, так что в принципе ничего такого. Во-вторых, вместо привычного сайта с несколькими волнами здесь нас ждет целая последовательность из 100 волн, которые нужно проходить одну за другой. С каждой следующей волной сложность постепенно увеличивается, но вместе с ней растет и потенциальная награда. Сразу обозначу границы, в которых актуальна информация из этого ролика. Эту аномальку я проходил вместе с вами на стриме на батареечном PvP в Аргуре. Сайт находился на первой эскалации, и в итоге я дошел примерно до 30 волны из 100. Поэтому о чем я здесь буду говорить дальше, проверено именно в пределах этих волн и этой эскалации. Но поверьте, уже здесь есть о чем поговорить. Теперь давайте более предметно разберем механику аномальки. Когда вы прилетаете на сайт, он определяет уровень угрозы кораблей, находящихся в гриде. Таблицу с тем, сколько очков угрозы дает каждый корабль, вы сейчас видите на экране. От количества этих очков зависит уровень эскалации сайта. От 0 до 11 включительно нулевая эскалация. От 12 до 35 первая, от 36 до 71 вторая, от 72 и выше максимальная или кап эскалация. В моем случае я проходил сайт на Варгуре, поэтому сразу перевел его в режим первой эскалации. И здесь есть очень важный момент. Уровень эскалации пересчитывается перед каждой новой волной. То есть нельзя просто прилететь на капитале, поднять сайт до максимальной эскалации, а потом убрать капитал и продолжать проходить его в более дешевым кораблем. Перед следующей волной сайт снова посмотрит, какие корабли находятся в гриде, и пересчитает уровень угрозы. При этом до четвертой волны включительно с аномалькой еще можно улететь. Она не исчезнет, вы можете вернуться. Но после этого, как только наступает пятая волна, если на сайте никого не остается, аномалька задиспавнится. Есть еще один момент, который стоит знать заранее. На смарт-бомбы, бомбы бомберов, вартонные проекторы здесь действует специальное ограничение. Аффикс. NPC получает примерно на 95% меньше урона от этих типов оружия, еще до учета их обычных резистов. А после применения резистов итоговый урон становится настолько маленьким, что использовать эти варианты практически бессмысленно. Теперь переходим к одной из самых интересных механик сайта – бафам. На 5, 10, 15, 25, 35, 45, 65 и 85 волнах становятся уязвимыми специальные объекты. Вот эти шарики, которые вы сейчас видите на ваших экранах. Во время волны вам дают два таких объекта на выбор. Активные варианты подсвечиваются красным. Если уничтожить один из них, ваш корабль получает соответствующий бонус. Причем этот бонус остается с вами на все дальнейшие прохождения аномальки. Но после ее окончания пропадает. Бонусы могут быть самыми разными. На Remote Repair, на локальные репки, на оптимал, на трекинг, на фоллов, на радиус взрыва ракет, на скорость ракет, на скорость самого корабля, на всяческие другие характеристики. Какой именно бонус выбрать, уже зависит от вашего корабля и ситуации, но игнорировать эту механику я ни в коем случае не рекомендую. На уничтожение объекта уходит буквально один выстрел, а полученный бонус работает даже на протяжении всего сайта. Единственная проблема из всего этого набора: вам каждый раз предлагают только два случайных варианта. Поэтому здесь уже начинается элемент удачи.
Какие именно бафы вам выпадут на конкретном прохождении – вопрос удачи. Теперь разберемся с еще одним важным вопросом. Как вообще закончить эту аномальку? Я этого, честно говоря, не понял сразу. В центре сайта находится главный объект – рампант-фабрикатор. Между волнами он становится уязвимым. Если вы решаете, что дальше продолжать не хотите, уничтожайте фабрикатор, и после этого следующая аномалька больше не появится. Но именно здесь находится одна из самых важных механик всего сайта. После уничтожения фабрикатора весь накопленный лут оказывается во вреке этого объекта. Но при этом врек нельзя подтянуть к себе трактором или трактор-бимом. К нему необходимо физически подлететь и забрать содержимое. Почему я настоятельно рекомендую еще до уничтожения фабрикатора подойти к нему хотя бы на дистанцию около 2 километров. Почему? Потому что вполне возможна такая ситуация, когда кто-то прилетел на ваш сайт заранее, сидит рядом в клоке и просто ждет, пока вы закончите аномальку. Вы убиваете фабрикатор, появляется врек с вашим лутом, человек расклачивается, забирает содержимое и улетает в закат. А учитывая, что весь заработанный за протяжении всей аномальки лут находится именно там, ситуация будет, мягко говоря, неприятная. Поэтому схема завершения сайта должна выглядеть примерно так. Подходите вплотную к фабрикатору, уничтожаете его, мгновенно забираете лут, уничтожаете сам врек и отварпываете. Почему еще нужно уничтожать врек? Ну, да, я это понял совсем не сразу. После смерти фабрикатора на грид накладывается ограничение на варп. Пока его врек существует, находящиеся на сайте корабли не могут просто взять и отварпать. Так что последовательность здесь действительно важна. На этом с общей механикой аномальки закончили. Теперь мы понимаем, как этот сайт появляется, как выбирается уровень эскалации, как работают бафы и как правильно завершить прохождение и забрать награду. Но это была только база. Поэтому дальше начинается самое интересное. Сами волны, рост ДПС, типы противников и то, как быстро ситуация начинает становиться опасной. Говоря уже конкретно о волнах, поначалу здесь встречаются фрегаты, дестры и крузаки. Не перестают после. БШ начинает появляться примерно с 5-й волны, и вместе с ней постепенно подключаются более неприятные механики. Электроника на сайте присутствует самая разнообразная. Здесь есть джамп, дамп, сетки, нейтрики, похожие таргет-пейнтеры. А поинтов и трекдизов я, по крайней мере, до 29-й волны не встретил. И это важно. Если ситуация становится совсем плохой, сам сайт вас не держит, вы можете отварпать. При этом джамп и дамп, особенно нейтрики, здесь далеко не декоративные. Нейтро начинается примерно с 5-й волны и идет от быша. Сначала появляется крайне эпизодически, лично я практически не замечал ее вплоть до 20-й волны. А вот после 20-й начинается самая жесть. По логам, нейтро местами доходило до 150 гигаджоуль в секунду. Для сравнения, тоже почти уровень кап-дрифтера. Поэтому 2 кап-бустера здесь не просто приятная опция, а вполне разумная рекомендация. По поводу пассивного кап-регена, мне на стриме доказывали, что он здесь работает. Возможно, но лично я склоняюсь к тому, что такой вариант либо недостаточно эффективен, либо слишком дорог, либо просто чреват потерей корабля. Поэтому мой вариант проще и надежнее. Берем фрейтаг, закладываем туда примерно 300 батареек, можно даже не фракционных. Помните, через 2 часа контейнер пропадет, поэтому я бы не скидывал весь запас сразу, а подвозил батарейками вторым окном партиями примерно по 100 штук. Так меньше риск в какой-то момент остаться вообще без БК-бустеров и аккуратнее дальше фармить аномальку. Теперь по поводу джама. Его точную силу по логам оценить сложно, но главная проблема даже не в ней, а в продолжительности. Один успешный цикл джама длится 20 секунд, а в моем случае 2 цикла несколько раз могли идти подряд, то есть вы на 40 секунд полностью теряете цели. Идет этот джам от фрегатов. Сигнатура у них маленькая, угловая скорость большая, поэтому быстро убрать их получается далеко не всегда. По моему опыту, более или менее попадать по ним начинаешь, когда трекинг пушек разгоняется примерно до 80, а стабильно уже где-то с 15. Поэтому берите фракционные патроны, еще очень пригодится дроп-бустер, он заметно поможет с попаданием. Также здесь хорошо работают и инфолинки, и тег-компы. Теперь самое интересное, сам рост ДПС. На удивление, он растет практически линейно. Я прогнал логи через математическую регрессию, она дала зависимость, которая почти идеально сводится к очень простой формуле. Люди обычно ленивы. Из номера волны вычитаем единицу, умножаем результат на 300. То есть, полный ДПС волны равняется 300 умножить на номер волны минус 1. Отклонение на поздних волнах получилось в среднем около 6,5%, что ничто. А коэффициент корреляции Пирсона дал мне 98,34%. Это буквально почти прямая линия. Для примера, на 15 волне получаем 4200 ДПС. На 23 в моем логе было примерно около 7300. На 29 около 7900 устойчивого ДПС. С коротким всплеском примерно до 900.
но он потом быстро падает. Сама формула для 29-й волны дает ДПС 8400, так что реальный замер находится вполне рядом. За расчеты ручаюсь, считал сам, яишко перепроверяла. А вот здесь еще один очень важный практический момент. Будьте готовы греться. Это контринтуитивно, мы обычно к этому не привыкли на фарме. Но греться нужно с головой. У вас будут окна, когда можно привести корабль в порядок. Между волнами или когда из противников останутся только фрегаты. Вы вполне можете делать это специально. Полностью починиться, студить репки, подготовить модули с пастой и подготовить патроны с кабустером к следующей волне. Поэтому, кроме батареек, контейнер стоит заранее скинуть дополнительные патроны и нанитную пасту. Патроны не бесконечные, вы стреляете, неписи много, а после 25-й волны пасту вы уже будете жрать практически постоянно. Здесь лучше пройти медленнее, но увереннее, чем попытаться сэкономить пару минут и в итоге оставить на сайте мародер. Ну что же, поговорим о фите, точнее фитах. Мы со зрителями долго думали, рассуждали и в итоге пришли к вот такой конфигурации. Но сначала давайте коротко пройдемся вообще по всем 4 мародерам и разберем, кто из них насколько хорошо проходит под эту аномальку. Начнем с Кронос. Если говорим о бластерном Кроносе, то для соло я бы его сюда точно не брал. Непись в основном летает примерно в 20 километрах, и Кронос буквально стреляет сам себе в ногу. Просто теряет ДПС из-за дистанции. Танк под эту задачу тоже, на мой взгляд, такой себе, поэтому как основной соло-вариант точно нет. Дальше Паладин. На первый взгляд все выглядит хорошо. По типу урона мы как раз попадаем в дыру в резистах неписи. Но есть одна маленькая проблема. Стреляем мы капой. А как я уже говорил, нейтро на этом сайте вообще не детская. Плюс танк здесь арморный, а это уже вариант на любителя. То есть потенциально Паладин интересный, но для соло-прохождения у него есть вполне очевидные риски. Следующий Голем. Вот это уже хороший вариант. На поздних волнах в аномальке появляется много БШ. Тип урона ракетами можно подобрать идеально под дыру в резистах, а танк у Голема отличный. Но есть существенный минус. Мелочи будете отстреливаться скоростью эстонской черепахи. Хотя здесь этот недостаток не всегда критичен. Между волнами нам все равно нужно чиниться, а последнего обычного фрига зачастую вообще приходится оставлять живых. Быстро убивать необходимо в первую очередь именно джамп-фригов, поэтому Голем вариант не идеальный, но определенно хороший. Теперь Варгур. Да, в дыру в резистах он не бьет. Зато, собственно, ДПС у него много. Танк отличный, а доставать и нормально пробивать цели он может по всему нужному диапазону. А это я проверял непосредственно на сайте. Важный момент по патронам. В основным целям здесь лучше использовать хейл, а не фракционные патроны. По крайней мере, пифа прямо показывает, что так получается больше ДПС. Как говорится, take the hail, no fail. Поэтому для соло у меня два основных кандидата. Варгур и Голем. Оба очень хороши, просто каждый решает задачу по-своему. Для этого мы обнаружили одну интересную особенность Паладина, и в меньшей степени Кроноса. Это реактивка. Непись на сайте бьет только ЕМ и термал, поэтому реактивка не размазывает бонус по 4 типам урона, а адаптируется именно по 2 нужных нам. И чисто по пифе в этой ситуации она дает больше эффективного резиста на входящий профиль, чем любой одиночный модуль за адекватные деньги. Поэтому Паладин тоже может оказаться рабочим решением. Но если вы идете через арморный танк, реактивка здесь, на мой взгляд, обязательно. Вы не забывайте, проблему капа она не отменяет. Лазеры и активный танк все еще должны пережить ту самую нейтру, которую очень много. Кроноса она тоже заметно усиливает, но главную проблему таки не решает. Танк становится лучше, а неудобная дистанция и потеря применившегося ДПС никуда не исчезают. Так что если вы все-таки хотите идти соло, мой предварительный выбор Варгур и Голем. Паладин можно рассматривать как экспериментальный вариант с обязательной реактивкой, но Кронос пока остается самым спорным. Но если говорить уже не о тестовом положении, а о нормальном фарме, я бы вообще рассматривал именно пару мародеров. Конечно, хорошо говорить о сферическом коне в вакууме, но соло проходить эту аномальку, ну, мягко говоря, так себе. Это немножко похоже на игру в Садомаза. Вроде бы весь большой заработок достается тебе одному, но фарм идет медленно, неудобно и требует слишком много постоянного внимания. Два мародера отлично компенсируют недостатки друг друга. Быстрее снимают опасную непись и при этом все еще оставляют на сайте ту же самую эскалацию. Поэтому сейчас я рассматриваю 4 основные комбинации. Первая — Варгур и Варгур. Самый простой универсальный вариант. Нормально работает по БШ, нормально снимает мелочь, хорошо танкует и не требует сложного исполнения. Как говорится, могу все. Вторая — Варгур плюс Голем. Тоже универсальная связка, но на практике общего ДПС здесь может оказаться даже больше, чем у двух Варгуров.
Голем же концентрируется на крупных целях, бьет дыру в резистах, а Варгур быстро убирает мелочь, особенно джамфригов. То есть корабли действительно прикрывают слабые стороны друг друга. Третье. Голем плюс голем. По пифа ДПС выглядит замечательно. Особенно по БШ. Но в реальном прохождении можно очень неприятно запороться на мелочи. Два голема будут очень долго разбирать быстрые фрегаты. А если среди них окажутся джамеры, ситуация станет еще веселее. И четвертая комбинация паладин плюс паладин. Мысль очень интересная. Оба корабля бьют дыру в резистах, а реактивка отлично адаптируется под ЕМ и термал. По цифрам все выглядит красиво. Но здесь нужно помнить одну простую вещь. Я стреляю капой, я танкую капой, а непись эту капу пьет. Буль-буль-буль. Поэтому связка перспективная, но окончательный тест здесь даст только практика. Траев пока было недостаточно, однозначно рекомендовать 2 паладина я не готов. Теперь логичный вопрос. Почему тогда не 3 мародера, если 2 мародера лучше одного? Потому что 3 мародера уже переводят сайт на следующую эскалацию. Насколько именно там вырастет входящий ДПС, я пока не знаю. А проверенных данных у меня нет. Поэтому сужу только потому, что имею на данный момент. И по этим данным 2 корабля сейчас выглядят оптимально. Не забывайте про линки. Для Варгуры и Голем нужны шилд-линки, а для Паладина арморные. Плюс в любом случае очень пригодятся инфолинки против джама. Именно поэтому странную солянку из разных типов танка я бы сюда не собирал. Вы просто заколебетесь одновременно разбираться с линками, позиционированием и исполнением. Чем однороднее и понятнее связка, тем меньше шанса ошибиться на поздней стадии аномальки. Господи, почти забыл о самом главном. Заработки. Увы, абсолютно точных цифр в исках я вам не дам, потому что в луте лежат дроны, а их состав и рыночная цена могут немного гулять, но аналитика есть, господа, есть аналитика. Начнем с фабрикатор дата. После полностью завершенной волны ее количество считается по очень простой формуле. Фабрикатор дата равняется 5 умножить на номер волны, умножить на номер волны плюс 1, минус 1. Если говорить без математики и сложных формул, то первая волна дает плюс 5 даты, каждая следующая добавляет номер этой волны, умноженный на 10. Вторая добавляет 20, 10 100, 20 200, 29 290. Здесь важно не запутаться с отображением номером волны. Когда на экране начинается 29, то фабрикатор лежит награда за полностью пройденные первые 28 волн. Ровно 4055 дата. Если закрыть саму 29, станет уже 4345. Теперь переводим дата в иски. По моим двум прохождениям, одна фабрикатор дата получилась стоимостью примерно от 292 до 298 тысяч иск. Поэтому для удобной оценки можно округлить ее до 300 тысяч. Тогда примерный заработок в миллионах считается так. Доход 1,5 умножить на номер волны, умножить на номер волны плюс 1, минус 1. Для ориентира после 10 волны фабрикатор дата будет 545 дата. Это примерно 163 миллиона. После полностью закрытой 20 волны 2095 дата, или около 628 миллионов. После 25 3245 дата, то есть примерно 973 миллиона. А на старте 29 после прохождения 28 волн получается около миллиарда 216 миллионов. Эта последовательность сохраняется и дальше. После 50 волны выйдет около 3,8 миллиарда, а после 100 примерно 15,1 миллиарда. Но здесь ставим очень жирную звездочку. Дальше начала 29 волны у меня проверенных данных нет. Поэтому значение для 50, 100 это экстраполяция, а не обещание заработка. На поздних волнах разработчики вполне могли изменить коэффициенты для саму механику награды. И еще помните, это общий лут внутри фабрикатора, а не иска в час. Реальная эффективность будет зависеть от того, насколько быстро убиваете волны, сколько времени тратите на ремонт и сколько далеко вообще сможете пройти. Но общий принцип понятен. Награда растет примерно квадратично, чем дальше проходите, тем дороже становится следующая волна и тем больнее будет потерять весь накопленный лут. Ох, ну как долго уже идет этот ролик. И все еще мы говорим о том, что самое основное. Поэтому разбирать фит, модуль за модулем я уже не буду. Сам вариант, на котором полетел бы я, вы сейчас видите на вашем экране. А голосом я дам только самые важные рекомендации. Первое. 2К бустера must have. Второе. Профильные резисты EM Thermal must have. Третье. Линки must have. Четвертое. Не меньше 15 тысяч профильного танка. Тоже must have. Почему именно 15 тысяч? По нашей формуле 50-я волна получается примерно 14700 до входящего ДПС. То есть 15 тысяч на бумаге должно хватить примерно до 50-й волны, при условии, что резисты, ИК-бустеры и все остальной танк происходят в нормальном режиме.
Сможете собрать больше танка, пройдете больше, пройдете дальше, получите больше денег, больше иска в час, больше лута, больше всего, ну вы поняли. Про дронов здесь можете забыть, а вот про голову с имплантами, боевые бустеры и большой запас расходников лучше не забыть. И еще раз напомню про безопасность. Улететь с этой аномальки, особенно когда уже пошло не по плану, очень сложно. Поэтому перед началом фарма я бы загнал все входящие дыры в крит, либо вообще их закрыл, а после этого остается только выбрать спокойное время и молиться, чтобы оно действительно оказалось спокойным. На этом все. Веселого фарма. Ждите вторую часть, уже про следующую эскалацию. Практически фарм флотом и то, насколько сильно меняются цифры. А мы увидимся через неделю.